Сегодня у нас берем разновидности становой тяги, технику выполнения становой тяги. А веса, ну, как-то начинал с легких, там, 120, 130, 140, вот так. Не мог вначале вообще понять, как мне тянуть лучше в сумо или в классике, что как раз хочу узнать у тебя, Максим. Еще третий вариант, средняя постановка ног. Посмотрим, как делают становую тягу люди, которые занимаются единоборствами. У тебя какой рост? 1,77 м. 1,77 м, ну я метр 80. Вот. Весишь? Вешу где-то, ну, 85-86, вот так. Я чуть побольше. А у тебя какой вес? 130-800 был. 130? Да. Так мне многие говорят, я пришел на соревнования, взвесился, тяжелая категория, ходит, ну, 120 плюс. Я пришел, такой все ходят, такие, знаешь, пум-пум-пум. Мой говорит: Макс, а ты точно в этой категории должен выступать? Может, у них весы неправильно показывают. Ну, да, кость тяжелая, как я говорю. В становой тяге, в принципе, еще играет большую роль рычаги. Если у человека, как я говорю, высокая конструкция, да, то, естественно, человеку тянуть становится намного сложнее, потому что в момент разворота со штангой возникают определенные сложности со спиной. Очень многое зависит от постановки ног, от техники выполнения и от разновидности тяги, потому что, например, в классике у меня одна цифра, в средней стойке у меня другая цифра. В классике тянуть тяжелее мне, в сумо я не тяну, штангу можно поставить себе на пальцы. Все время думаю об этом. Обычно ставят пальцы прямо под диски. Если вытащить штангу, если я носочек чуть-чуть разверну во время движения, будет очень больно. Да, то есть есть такой момент, когда ты знаешь эту тему, проскакивает, думаешь, блин. Сейчас я узнал, Да, это еще 70 килограмм, это не 170, не 270. Не, меня напугало тогда, когда я увидел, когда себе ставят на пальцы на соревнованиях. Есть такие видео, которые показывают своего рода травматизм, да, и человек, когда смотрит, это нужно знать, это нужно видеть, это нужно понимать. Почему? Потому что ты уже осмысленно приходишь, потому что, ребята, это штанга, это не тренажер. Наверное, вы заметили, что в последнее время мы работаем со свободными весами. А свободные веса требуют хорошей техники. Поэтому именно для вас мы разработали курс по выполнению становой тяги. Все подробности в описании. Ну а сейчас продолжаем смотреть видео. У тебя постановка ног какая? Вот я встаю где-то на уровне плеч. Хват вот. Чуть шире плеч. Вот такой. Если ты тянешь разнохватом и тяга прямым хватом, это кардинально отличается. Почему? Да, прямой хват движения. И теперь разнохват. Я подседаю, и одно плечо чуть-чуть у меня заваливается. Это уже сантиметры в движении. А сантиметры в движении, почему также используется плоская обувь, подошва, да? Потому что штангетка, она дает подъем. Мало людей, кто задумывается об этом. То есть постоянно делает тягу одним хватом. Если это разнохват, ребят, разнохват нужно менять, потому что не должно быть асимметрии. Хорош. Так, подойдем еще раз, но штангу с помоста снимать не будем. Цепляй ее. Ага. И теперь смотри. Помнишь, я говорил о каждом сантиметре, да? Вот теперь отходи, смотри, как я подхожу к штанге. Я подхожу к штанге, и у меня руки, если это даже разнохват, они ближе. Чем ты, смотри, чем ты шире ставишь ноги, тем тебе нужно развернуть шире руки. Тем тебе нужно просесть глубже. Соответственно, сесть, да? Да, и у многих отсюда возникает проблема. Вот отсюда не вытащить, они делают следующее. Раз, раз. Поэтому можно ножки ставить чуть-чуть уже. И старайся не разворачивать носки. Потому что когда ты ставишь широко ноги, разворачиваешь вот сюда носки, в классике, у тебя заваливаются вовнутрь твои коленочки. Колени должны разворачиваться так же, как и в приседаниях, да, через стороны движения. Оп, оп. Вот у меня обычно стопа, да, колено. И вот теперь я ставлю на внешнюю часть стопы. Раз, что происходит? Коленка разворачивается. Опускаю стопу. Раз, колено уходит вовнутрь. Чуть-чуть, совсем. Акцент просто, да. Чуть-чуть колени через сторону. Чуть-чуть колени через сторону. Еще. Оба. И все. Плавно вытаскиваем. Оп, развернулся. И также опускаем, плавно ставим колени через сторону. Оп. Отлично. Знаешь, какой плюс? Потому что, когда у тебя колени вперед, если ты чуть-чуть быстрее разгонишь штангу, ты можешь зацепиться.
Или же тебе нужно ее будет от себя уводить. А любой момент, когда ты отводишь от себя вес, у тебя сразу кидает вперед и большая нагрузка на поясницу. А теперь смотри, я их подаю вперед. Оп. Видишь, что происходит? Они у меня зависают здесь. Отлично. Когда опускаешься, очень глубоко не проваливайся вниз, таз не просаживайся, проваливаешься в яму. Все время заднее бедро должно быть в натяжечку у тебя. В средней стойке руки у тебя уходят по прямой, да, сюда, раз. Здесь уже маленечко носочки у тебя уходят через сторону. Очень сильно развернул стопы. Поставь пошире чуть-чуть ножки. Хорошо. Понял твою проблему сейчас? Нет. Вот ты поставился в движение, да? И ты как в балете 5-ю позицию принял, и ты стараешься сделать вот это. Нет. Все то же самое, как в классике. У тебя должна быть натяжка задней поверхности. Да. Не вот сюда, а вот. Вот, еще. Вот смотри, вставай. Ты сейчас даже сам почувствовал. Да. Пум, и уперся. Что тебе нужно было сделать? Себя продавить вниз. И вот в этот момент, когда ты себя вниз продавливаешь, ты ее хватаешь и поднимаешь. Плавненько, еще плавнее. Зацепил ее. Зацепил в натяг и потихонечку тащишь. Потихонечку, не рви. Вот так. Ага. Очень низко таз опустил. Таз выше подними, таз выше подними. Вот. Вот твоя спина. Зацепил в натяг и потихонечку тащишь. Потихонечку, не рви. Не бойся наклоняться вперед. Во. У многих фобия наклониться вперед, боятся. Если у тебя спина идеально прямая, сесть достаточно. Даже со штангой, когда приседают, начинают делать движение, и у них движение начинается вот такое. То есть стараются сдержать прямую. Я говорю, вы не присядете никогда, чтобы у вас идеально прямая спина. Прямая спина — это не значит, что угол 90 градусов. Прямая спина, даже если она чуть-чуть с наклончиком, она просто идеально должна быть прямая. Также и здесь. Не бойся наклониться с весом чуть вперед. Самое главное, держи поясницу в напряжении, чтобы у тебя спина не округлялась, поясничный отдел. А может ли, Макс, вся тренировка идти только становая тяга? В принципе, есть такие тренировки, которые посвящены отдельному движению. Да? То есть, например, возьмем становую тягу, но все равно тебе изначально желательно какой-то процентик небольшой буквально начать с приседа. Если я делаю среднюю стойку, я прихожу в зал, я приседаю в узкой постановке. Если я делаю классику, я приседаю уже с постановкой пошире. То же самое, в принципе, можно сделать в день приседаний. Отприседал, вот, и в конце тренировки поставил себя в классике и небольшим весом поработал именно ножками. Вот там уже можно поглубже просесть, именно чтобы у тебя был съем за счет ног и не включалась в основном спина. Заключительная фаза сегодняшнего тренировочного процесса по становой тяге — это называется съем с плинтов, либо дотяг. Плинты подбираются таким образом, где ты чувствуешь остановку в твоем движении, когда ты штангу разгоняешь. И вот под этот момент подбираются плинты, ставится больше вес и отрабатывается движение, чтобы потом это все дело нам протащить комфортно, без остановки. Вот, не торопись. Вот не выкидывай ее ногами, плавненько. Во. Видишь, плавнее движение, опускаешь движение, и у тебя плавненько также оно опускается. Отлично. Хорошо. Вот ты зацепился, и руки как плети, в натяг. Натягиваю, да, спина, руки, да. И пошел. Потому что вот такой рывок, вот в этом моменте, может окончиться тем, что, не дай бог, отрывается бицепс. Но сейчас абсолютно видно заряд вообще просто. Вот человек заряжается на тягу, как человек, который уже тянет много-много лет, по-моему. Когда едут мозоли, на этом у нас практически прекращается тренировка становой тяги. Вот именно поэтому не то, что руки не держат, как многие говорят, а вот ты тянешь с лямками там, ну вот что у тебя там, хвата нет, слабый хват, еще что-то. Вот. Нет, я говорю, просто вот когда вот такие нюансы, потом просто очень сложно продолжать тренировочный процесс. Ну что, на сегодня, наверное, все. Правильная техника – это основа роста силовых показателей. На другом нашем канале вы можете увидеть, каких результатов достиг Руслан на силовой тренировке с Максимом. Меня зовут Максим Боруздин, являюсь мастером спорта по пауэрлифтингу. Хочу пригласить вас на курс становой тяги. Досконально разберем технику выполнения становой тяги, виды становой тяги, подсобки, подводящие упражнения. Также у нас будет возможность общаться дистанционно